Здравствуйте! Наконец вышло обновление игры, которое мы так все ждали. В этом обновлении убрана арена. Вместо арены теперь захват точек силы. Что же, приступим. Для начала нам нужно собрать свой отряд наемников для захвата точки силы. Возьмем с собой лекаря, Качуин. В качестве атаки – Ворока. Для обеспечения надежной защиты – Паладина. Для массовика – Медио. Мы не знаем, что ожидать от защитников, поэтому возьмем с собой Горюныча для воскрешения павших. Некро – для ослабления противника болезнью, и вампирик, который также может подлечить весь отряд и снять кровотечение. Метаморфа, который умеет превращаться в любого наемника для подстраховки. Аква для дополнительной защиты водным щитом. Плага для допинга. Далее. Нам нужно собрать отряд, который мы планируем десантировать на точку силы. Ворока, который жирный и доставит хлопот противнику своей мощной атакой и навыком кровоточащей раны, ослабляющим передовые ряды противника, что будет противника отвлекать от атаки и переводить его в защиту. Ведьма будет подлечивать весь отряд при помощи навыка ведьмовства. Аква для восстановления водного щита, также водный щит снимает лютый холод и болезнь. Для защиты точки силы не обойтись без паладина для стойкости и навыка благость, который снимает все негативные эффекты, что может доставить противнику кучу хлопот, и он потеряет много времени. Обратите внимание, что не всех наемников можно нанять только за единицы силы. Для того, чтобы нанять некоторых наемников, нужно доставать артефакты в вратах хаоса или выиграть в дейлике по факту победы в испытании. Голема невозможно оглушить, он имеет неплохую защиту и проникающую атаку, также у него есть оглушающая атака. Горюныч может воскрешать союзников, имеет массовую атаку, и вампирик, который существенно может подлечить весь отряд за счет очков жизни противника, правда водный щит может помешать этому. Убийца кидает отраву и имеет много очков действий, может ходить с первого хода, что на первых ходах уведет противника в оборону и заставит потерять время на защитных навыках. Возьмем их сразу 3. Возможно, что противник сбежит с поля боя. Бывают такие построения, которые очень сложно пройти. Можно приступать к захвату точки. Пришло время выбрать сторону в конфликте. Сейчас я выберу сторону Захулатхи. Выбираем точку для захвата и высадки защитников точки в качестве десанта. Вот прошла загрузка и начался бой. Все наемники имеют меньше 100 очков действий, поэтому пропускаем ход. У противника очень маленький отряд, мне повезло, и битва будет короткой. Основная причина малого количества защитников – это очки силы, которые сложно добыть. Только X1, только хардкор. Другая причина – сложно составить такой отряд, который бы не смог пройти противник, поэтому это выбрасывание очков силы на ветер. Тем не менее, защиту лучше поставить. Ну, хотя бы такую. Пока вы наслаждаетесь просмотром хода боя, я расскажу вам об этом обновлении более подробно. В нем убрали арену, но взамен появилась битва фракций за обладанием точек силы. Ежедневно при первом входе в игру игрок получает соразмерно имеющимся его фракции точек силы 3 очка под названием «Единица силы». Всего точек силы 15, а значит до плюс 35 единиц силы в казну ежедневно. Теперь игрок создает 2 отряда. Один отряд активный, тот, которым игрок атакует, и десант, который займет место защиты точки силы в случае победы при ее атаке. Захватывать точки силы можно и не имея второго отряда, однако и отобрать такие точки противнику будет легко. Учтите, умершие, уже исчезнувшие с поля боя, наемники по завершении боя победой будут потеряны, пенальти за потерю наемников. Второй отряд, который вы выставите на защиту точки силы, де-факто также для вас потеря. На данный момент вернуть отряд обратно нельзя. Инвентарь теперь работает и в захвате точки силы. Обновлен вайп, удаляются новые данные, сторона конфликта, отряд высадки. Также убраны привидения в пустых точках, без защитников.
Добавлено переподключение к серверу в случае его отсутствия перед загрузкой и сохранением результатов на сервер. Разблокировано сохранение реплея для режима «Захват точек силы». Добавлено немного косметики. Захват точки аналогичен испытанию. Если вы с поля боя бежите или проигрываете, то теряете отряд. Добавлена возможность высадить свой защитный отряд на защиту точки силы, если она была захвачена, но гарнизон пуст. Обновлено. Если после захвата точки силы связь с сервером установить не удалось, прогресс не запишется, но и защитный отряд не пропадет, останется у игрока, раз высадка не произошла. Теперь расскажу немного о грядущих изменениях. В дальнейшем планируется сделать сезоны защиты точек силы, что подразумевает частичный вайп игры в части точек силы. Первый сезон будет главным внутренним центром силы с боссом сезона, который будет обрастать слоями следующих сезонов с геометрическим ростом точек силы. Правила первого сезона. Точки силы будут расположены в квадрате 3 на 3, как в крестиках-ноликах. Центральная точка силы будет с боссом сезона. От центральной точки силы с боссом будет крутиться стрелка. Стрелка крутится по кругу от точки силы к точке силы, как часовая, но с шагом 3 часа и стрелкой в сторону босса. На босса может напасть только та фракция, которая владеет точкой силы начала стрелки не менее часа. Победителем сезона признается та фракция, которая победила босса и на момент победы владела точкой силы начала стрелки. Каждую точку силы на начало сезона будет защищать 6 наемников. Новый владелец точки силы может увеличить защиту точки силы максимум только на одного наемника после победы. Победитель босса может установить еще отряд его приспешников первой волны перед боссом для обеспечения дополнительной защиты босса и признается его владельцем в следующем сезоне. Получает нублис и награду за владение центром силы в размере 1 единицы силы за каждый полный час владения им. В конце ролика вы сможете увидеть слайд с планами на первый сезон, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Более подробную информацию о планах разработчиков вы можете узнать в официальном телеграм-канале или чате WhatsApp. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео, и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Также, мы хотели бы иметь обратную связь с вами. Обязательно оставляйте в комментариях ваше мнение об игре, ролике и предстоящем сезоне. Мы обязательно учтем все ваши замечания и примем меры для устранения ошибок в игре. Расскажите нам то, что вам больше всего понравилось в игре, на что стоит обратить внимание в дальнейшем при разработке обновлений. Может, вам что-то не понравилось в этом видео или наоборот. Будем рады все это обсудить с вами. Ну а теперь, ролик подошел к концу и самое время посмотреть слайд первого сезона борьбы за центр силы, как мы и обещали ранее. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам побед в игре, до новых встреч. Пока.